Добрый день. Меня зовут Тимохан, я пресс-атташе в американском посольстве в Кишиневе. В этом месяце исполняется 50 лет со дня, когда люди впервые совершили посадку на Луну. Этими людьми были американцы, но знак, который они оставили на Луне, гласил: мы пришли с миром для всего человечества. США, Советский Союз, Россия и многие другие страны вместе мирно работали над научным исследованием космоса в течение уже многих десятилетий. А российский космонавт и два американских астронавта живут и работают на Международной космической станции прямо сейчас, 400 километров туда. В 1975 году, тоже в июле, состоялась миссия «Союз-Аполлон», или, как мы говорим на Америке, «Аполлон-Союз». И впервые американские и советские корабли стартовались в космосе. И 7 космонавтов и астронавтов в течение 2 дней вместе проводили научные эксперименты. Полетах Аполлона и ранний космический полетах все американские астронавты были мужчинами. Но в январе 1978 года НАСА отобрала 6 женщин, которые стали астронавтами. Одной из них была химик и врач Анна Фишер. В 1984 году Анна Фишер стала первой матерью и 6-й женщиной в космосе. Она провела 8 дней на орбите на борту космического корабля Discovery. На Земле после этого она работала начальником отделения Международной космической станции НАСА. Более 2 лет она была одним из немногих людей в Центре управления полетами, которые напрямую общались с космонавтами на борту МКС. От имени посольства США я очень рад представить человека, который проложил путь для женщин в космос и науке, и который сыграл ключевую роль в международном сотрудничестве в космосе. Астронавта Анной Фишер. Спасибо, Tim. I'm going to say a few words in Russian, so you will translate to English. No. Добрый день, меня зовут Анна Фишер. Я очень рад быть здесь в Тирасполе. I know that wasn't very good, but I studied some Russian because I wanted to be able to be polite with my Russian colleagues. Я немного изучала русский язык, потому что хотела проявить вежливость по отношению к моим русским коллегам. Obviously, I didn't learn as much as I needed. Разумеется, я не выучила так много, как мне было необходимо. I've studied many hard things in my career: medicine, chemistry, and Russian is by far the hardest. Я изучала много сложных областей в своей карьере. Это медицина, это химия, но русский язык оказался одним из самых сложных. So you all must be very smart. Так что я думаю, что вы все очень умные, раз знаете этот язык. So with that, I'm going to get started and tell you a bit about my journey of how I became an astronaut. И я начну с того, что расскажу вам немного о своем путешествии, о том, как я стала астронавтом. Will you turn the lights? Can the lights go down? Can you see it? Because I'm not seeing anything. I'm not seeing anything. Are you seeing something? Okay. Sorry about that. Okay, there we go.
Спасибо. Pardon? Oh, no. Okay, that's fine. I hear you. Let me move out of the way. Can you see on the side here? Because you can feel free to move over if I'm in the way. Если я буду вам заграждать, вы можете перемещаться и становиться так, как вам будет удобно, чтобы все было видно. I'd like to start out with a photograph of when I was a child, particularly for when I'm speaking to children. Я люблю начинать со своей фотографии с детства, особенно если я общаюсь с детьми или с молодежью. I was very shy, very much a nerd. I loved math and science and reading. Я была очень скромная, такая немножко заучка, и очень любила математику, науки и чтение. But I also used this slide to remind me to talk about when I first wanted to be an astronaut. Но я также использую этот слайд для того, чтобы он напомнил мне о том моменте, когда я впервые задумалась и захотела стать астронавтом. My father was in the military, and we lived in the United States at that time. And I was 12 years old, and I listened to Alan Shepard, the first American to go into space. Мой отец был военным, мы жили тогда в США, мне было 12 лет, и я слушала записи Алана Шепарда, первого американца, который вышел в космос. As I listened to his flight and talking to mission control, at that moment I decided I want to do that someday if there's some way that I can. И когда я слушала информацию о его полете, о том, как он общался, рассказывал о космосе, о своем опыте, я решила для себя, что это то, чем я хочу заняться. Если у меня когда-то будет возможность, я обязательно это буду делать. Of course, I didn't think it was possible because there were only 7 astronauts at that time in the United States. They were all men and they were all test pilots. Разумеется, я на тот момент думала, что это невозможно, потому что тогда в США было только 7 астронавтов, все они были мужчины и все были пилоты для тестирования. Women were not allowed to join the military and fly fighter aircraft at that time. В то время женщины не могли присоединиться к военным силам и управлять военными воздушными суднами. But the seed was planted, and I never lost sight of that was my dream. Но как бы семя уже было положено, и я никогда ни разу не сдавалась в том, чтобы достичь своей мечты. So I went to, as I got older, it did not look like my dream was going to be possible of being an astronaut. So I had to figure out what else I wanted to do. Но с тем временем, как я росла, я понимала, что пока что моя мечта еще не выглядит возможной для меня. Мне нужно было решить, чем еще я могу заниматься. I went to the University of California at Los Angeles, studying chemistry, and then went on to medical school. И я поступила в университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, где изучала химию, и затем пошла в медицинскую школу. Even then, in the back of my mind, I thought, well, maybe I won't get to be an astronaut, but maybe I can be a doctor on a space station someday. И тогда где-то в глубине своих мыслей я все еще думала, что, может быть, я не стану астронавтом, но, может, я хотя бы буду медиком на космических станциях. So I was in towards the end of my medical training when I was having lunch with a good friend from medical school who told me he had seen this advertisement that NASA was looking for astronauts for the space shuttle, not just pilot astronauts, but now scientist or mission specialist astronauts. И когда я уже заканчивала свое медицинское образование, за обедом с одним из моих товарищей из медицинской школы, то есть этот товарищ за обедом показал мне вот это объявление о том, что НАСА ищет сотрудников на полет в космос, и в этот раз это был проект Space Shuttle, это были уже не только, то есть это была именно миссия специалистов, ученых. It was 1 month before the deadline, and it took a full month to get my whole application together. До крайнего срока подачи заявления оставался всего лишь 1 месяц, и весь месяц ушел на то, чтобы подготовиться и осуществить эту подачу заявления. 6 weeks later, I was in the first group of women ever being interviewed for the United States space program.
И через 6 недель я была среди тех женщин, которые, в принципе, впервые в жизни попали на интервью для участия в космических программах США. And in January of 1978, I found out that I was so fortunate to be selected in the first astronauts selected for the space shuttle program. И в январе 1978 года я поняла, что удача улыбнулась мне, и я была избрана в число первых астронавтов в программе Space Shuttle. This was the largest class that NASA had ever selected, 35 astronauts, and the most diverse group that NASA had ever selected. Это была самая большая группа, самый большой класс астронавтов, которые избрали НАСА, 35 человек, и самый разнообразный класс. There were 15 pilots and 20 mission specialists. Было 15 пилотов и 20 специалистов полета. And the first women ever selected for the U.S. space program. И первые женщины, которые, то есть первые в принципе женщины, избранные на программу, на космическую программу НАСА. Two women had flown previously. They were cosmonauts, Valentina Tereshkova being the first. До этого две женщины всего летали в космос. Первая из них была Валентина Терешкова. And then we were the next 6 women to fly in space. И после тех двух женщин мы были следующими 6 женщинами, которые вышли в космос. We even had a patch that someone in the United States made for us with the 6 of our names on. You can see I'm wearing it on my flight suit. И даже нам сделали эмблему к нашему первому вылету в космос, и на этой эмблеме вы можете видеть все наши 6 имен, этих 6 женщин. We are based at the Johnson Space Center in Houston, Texas. Мы расположены в космическом центре Джонсон в Техасе. And it's very much like, this is where all of our simulators are located. And you can see it looks very much like a college or university campus. Здесь расположены все наши административные здания. Вы можете видеть, что это выглядит приблизительно как университетский кампус. When you're first selected as an astronaut, there are many jobs that you get in the office before you get to go into space. И когда тебя впервые, то есть когда ты только становишься астронавтом, когда тебя избирают, нужно очень многое сделать и через многое пройти, прежде чем выйти в космос. One of my first jobs was to work on spacesuits and spacewalks. И одна из моих первых работ, это была работа над космическим скафандром и над путешествиями в открытом космосе. This was in 1978, and the shuttle did not even fly until April of 1981. И опять же, это был еще 1978 год, а шаттл не вылетал до 1981 года. We didn't even have a space shuttle spacesuit. И у нас даже еще не было космического скафандра для Space Shuttle. So the suit that I'm wearing here is actually a suit for one of the Apollo astronauts, Pete Conrad. He was the shortest. И на самом деле тот скафандр, который на Анне на данной фотографии, это скафандр для астронавтов корабля Аполло, одного из участников команды, который был самого низкого роста. But you can see it still really didn't fit me very well. It was too big. Но вы можете видеть по фотографии, что он, в общем-то, не подходил ей совершенно по фигуре и был слишком большой. And we never, even till today, still do not have a spacesuit small enough to fit someone my size. И на самом деле даже по сегодняшний день еще нет достаточно маленького скафандра, который комфортно и грамотно вошел бы кто-то моего размера, моего роста. It turned out to be more difficult than we thought it would be. So the next suit we design will have to try to include small women. Это оказалось намного сложнее, чем мы думали, предполагали, когда считали, что следующий скафандр, который мы создадим, будет как раз идеально подходить для женщин маленького роста и маленького телосложения. But still, it was a great way to start my astronaut career. Но в любом случае это был потрясающий путь в начале моей карьеры астронавта. We did a lot of the early development work, for example, testing these tethers, designing and testing them
making sure that they worked well. And even now, they're on board the International Space Station all these years later. И, конечно, это была потрясающая работа, и нужно было сделать много подготовительной работы, прежде чем выйти в космос. Как, например, мы создавали дизайн и проверяли такие фастексы и другие застежки, проверяли, как они работают, насколько они удобные, чтобы они не приносили дискомфорта в будущем в полете в космосе. But finally, in July of 1983, I was assigned to my first flight. Но в итоге, наконец-то, в июле 1983 года меня направили на мой первый полет. I was assigned to my flight 2 weeks before I delivered my daughter, my oldest daughter, Kristen. И мне сказали, что я полечу в этот полет за 2 недели до того, как я родила свою старшую дочь Кристину. She was born on a Friday, and Monday morning at the 8 o'clock meeting that we always had, I was there. Она родилась в пятницу, и в следующий понедельник в 8 часов я уже должна была быть там. I wanted them to be sure that my colleagues and my bosses knew that just because I had a baby, I was committed to flying my flight in space. That despite that I had a baby, I was committed to my flight. И она была убеждена, что несмотря на, хотела убедиться, что и коллеги, командир полета, и руководство осознают и понимают, что несмотря на то, что она родила ребенка только что, она все равно полетит в этот полет. But it was a very challenging year and a half because not only was I a new mom, but training for my first space flight. И, разумеется, это было очень сложно, это был большой вызов, потому что я только что родила ребенка и стала матерью, но и в то же время я должна была тренироваться к своему первому космическому полету. One of the fun things you do when you're first when you get selected to fly in space, is to design your patch. И одно из приятных и, скажем так, веселых мероприятий, которыми ты занимаешься, когда тебя выбирают на космический полет, это дизайн эмблемы. So on our flight, we were going to launch 2 satellites, and for the first time in history, we were going to go into orbit and bring two satellites back to Earth. No one had ever done that before. И в нашем полете планировалось, что мы запустим 2 новых спутника, и мы также должны были выйти на орбиту и забрать 2 уже имеющихся там спутника обратно на Землю, чего прежде до нас не делал еще никто. And then there were 5 stars for the 5 crew members. И было также на эмблеме 5 звезд для 5 участников, для других 5 участников полета. And because I was the first mother to fly in space, and I was designing the patch, I added a star for my daughter, Kristen. И поскольку я была первая мать в космическом полете, и я делала дизайн этой эмблемы, то я здесь сделала отдельную звездочку для моей дочери Кристины. There is a book that shows all the patches and the story behind them, but I never told them that story. Есть книга, в которой хранятся все эмблемы космонавтов и расписаны истории создания этих эмблем, но я никогда не рассказывала им эту историю. So about 6 weeks before you fly in space, we have interviews with the press corps, and of course with the newspapers and TVs. And of course, since I was the first mother, they wanted to take pictures with me and my daughter. И за 6 недель до вылета у нас были интервью с различными представителями прессы, телевидения, в общем, СМИ. И поскольку я была первой матерью на борту космического корабля, они, конечно, хотели сделать фотографии меня с моим ребенком. One of our support people made a little spacesuit for my daughter. И ребята с поддержки, то есть с команды космической организации создали специально маленький костюм для моей дочери. And now she just had a daughter that's about the same age she was when I flew, and I gave it to her to put on my granddaughter. И теперь, когда у моей дочери появилась собственная дочь, примерно того же возраста, как она была, когда я улетала в космос, я передала ей этот костюм, чтобы она тоже могла внучке его надеть. But after that press conference, at that point, NASA does not allow you to talk or do interviews. They want you to focus on your mission.
Но после этой пресс-конференции НАСА больше не позволяли общаться со СМИ или куда-то еще распространяться, потому что они хотели, чтобы все астронавты сфокусировались именно на своей миссии, на своем предстоящем полете. About 2 to 3 weeks before you launch into space, you go to the Kennedy Space Center in Florida to have a practice countdown with the launch control team. И примерно за 2-3 недели до самого полета астронавты отправляются в космический центр Кеннеди, который расположен в штате Флорида, и проходят, скажем так, тестовую версию запуска полета с отсчетом, с полной имитацией полета. So this picture was taken when we had just finished our practice countdown. И это фото было снято, когда мы только-только закончили нашу практику. This is Dale Gardner and Joe Allen. They would be doing the spacewalk to bring back the satellites. Dale Gardner. Мужчина слева Дейл Гарднер и Joe Allen. И Джо Аллен — это были те 2 человека из нашей команды, которые осуществили выход в открытый космос для того, чтобы забрать те 2 упомянутых спутника на корабль и обратно на Землю. This is our commander, Rick. Это наш командир полета. Our pilot, Dave Walker. И наш пилот Дэйв Уокер. And myself, and I would be the person who operated the robotic arm. The robotic arm. И, разумеется, я была тем человеком, который осуществлял инженерную часть. And I'll show that in a later slide. И на других слайдах я покажу вам, чем конкретно занималась. It was also the last time that the shuttle payload doors were open so that you could see what was in the payload bay, what you were going to take up to space. На этом слайде также это последний момент, отображен последний момент, когда были еще открыты двери шаттла, и вы можете увидеть все, что было внутри этого корабля. So these are the 2 satellites that we are going to deploy. Это 2 спутника, которые мы должны были установить. And there's this big empty space here where we're going to put the 2 satellites that we're going up to bring back. А вот то свободное место, большое свободное пространство, предназначено для тех 2 спутников, которые мы должны были привезти обратно. And the satellites we're going to bring back look just like this satellite. И те спутники, которые мы должны были вернуть, выглядели точно как этот спутник. On the morning of launch, you always take this traditional picture at breakfast. Утром перед запуском космического корабля, перед вылетом, всегда делается фотография за таким традиционным завтраком. And then here we are walking out to the van that's going to take us out to the pad. И здесь мы идем к микробусу, который привезет нас уже к месту отлета. As was mentioned, we launched on the Space Shuttle Discovery. We launched Space Shuttle Discovery. Each shuttle has a different name. Yes. And so this is Discovery. И мы запустили раскрытие исследования Space Shuttle. And this is what it looked like in the cockpit. Так выглядит кабина экипажа. The commander sits here. Здесь сидит командир. Pilot here. Здесь пилот. Mission Specialist 1, Joe Allen. Специалист полета 1 Джо Аллен. And myself, I'm Mission Specialist 2. И я 2 специалист полета. I was the flight engineer, so I can see all the displays and switches from where I'm sitting. Я также была борт-инженером, и вы видите, что со своего места я могла видеть все панели управления, все, что было необходимо для управления кораблем. And Dale Gardner, Mission Specialist 3, was in the mid-deck, where we can launch up to 3 people on the mid-deck. И Дейл Гарднер, 3 специалист полета, был на средней палубе, куда умещались максимум 3 человека. So we lifted off we launched on November 8th of 1984. И мы вылетели, запустили наш корабль 8 ноября 1984 года. And it was Dale Gardner's birthday, and he promised not to blow the candles out.
И это был день рождения Дейла Гарднера, и он пообещал, что он не затушит свечи огонь праздничного торта. The way the space shuttle works is that it has 3 main engines that gets its fuel from the large orange external tank. И как работает этот корабль? У него есть 3 главных двигателя, которые получают топливо из этой огромной оранжевой цистерны. And 2 solid rocket boosters on either side. И с обеих сторон есть 2 огромные ракеты-ускорители. At liftoff, there is over 3.5 million kilograms of thrust. И на момент отправления на корабле всегда 3,5 миллиона килограммов вес именно самого пускового механизма и двигателей. So what I'd like to do now is show you a very brief video of what it's like to launch on the space shuttle, and I will try to describe it so you know what it's like. И сейчас я бы хотела вам показать очень короткий видеоролик о том, что это такое запуск шаттла, и я постараюсь вкратце описать вам его. At about 10 seconds before liftoff, the main engines start. И примерно за 10 секунд до отправления начинают работу главные двигатели. When the 3 engines are working normal, the solid rockets are ignited. Когда все 3 двигателя уже запустились и работают в нормальном режиме, загораются ракетные ускорители. When the solid rockets ignite, you may not know where you're going, but you're going somewhere. И когда запускаются именно ускорители, ты не знаешь еще, куда ты направляешься, но ты уже прекрасно чувствуешь, что куда-то тебя несет. During the first stage, there's a lot of noise, a lot of vibration, like you saw in the previous picture. На первой фазе очень шумно и очень чувствуется сильная вибрация, как вы могли видеть на предыдущем эпизоде. Then in about 2 minutes into the flight, the computer sends the command to jettison the solid rocket boosters. И затем, через примерно 2 минуты полета, компьютер отдает команду отпустить эти ракетные ускорители. The solid rockets fall into the ocean with parachutes and get recovered to use again. И эти ракетные ускорители падают на парашютах в океан, и затем их оттуда изымают, чтобы снова использовать. After the solid rocket boosters are gone, it is totally quiet and totally smooth acceleration. И когда уже корабль избавился от ускорителей, дальше ускорение происходит совершенно спокойно, тихо, мягко и гладко. You go from 0 kilometers per hour to 26,500 kilometers per hour in 8.5 minutes. И в течение буквально 8,5 минут вы от нулевой скорости 0 км в секунду достигаете скорости в 26 500 км, не в секунду, в час, простите. And then at MECO, main engine cutoff, in an instant you become weightless. When the engine shut off, main engine cut off, in that instant you become weightless. И в тот момент, когда главный двигатель уже затихает, и когда происходит этот набор скорости, уже как бы и нечего ждать. Вот он произошел вылет. So now I'm going to show you a little bit about what it was like to be in space and live and work on board the space shuttle. А дальше я вам расскажу о том, каково это быть, работать и жить на космическом корабле. Although the shuttle isn't flying anymore, a lot of the things that I will show you are very similar to being on the International Space Station. И хотя этот шаттл больше не летает, все равно есть очень много общих вещей из того, что я вам покажу, с тем, что сейчас происходит на Международной космической станции. The space shuttle has 2 decks, and here you see our commander on the flight deck. У Space Shuttle есть 2 палубы, и на этом фото вы видите нашего командира на главной палубе.
And you can see it looks very much like the cockpit of a commercial jet. Like the cockpit of a regular commercial jet. И вы можете видеть на этом фото, что оно очень похоже на любую панель управления и фронтовую часть палубы какого-то коммерческого судна. There are over 2,000 switches and circuit breakers in the shuttle, most of them on the flight deck. А в шаттле около 2000 переключателей и регуляторов, и большая часть из них именно на полетной палубе. And then once you get on orbit, you no longer need the seats that we were sitting on. So we fold them and put them away. И в тот момент, когда корабль достигает орбиты, уже больше не нужны сиденья, на которых мы сидели на несколько фотографий раньше, и поэтому мы их складываем и убираем в сторону. Can you see the slides very good back there, or is there too much light? Вам хорошо видно на задних рядах, особенно слайды, или много света? It's okay. Okay. And so then this is the back or the aft portion of the flight deck. Это другая сторона, задняя часть полетной кабины. From this side here, the commander can fly the space shuttle to join up with the satellites. Вот с этой части панели управления командир может управлять кораблем для того, чтобы соединяться и состыковываться с спутниками. And from this side, I can operate the robotic arm. Здесь, с этой части, я могу... Секундочку. Спасибо. Я могу управлять роботизированной рукой. And then below is a mid-deck where everything else takes place, where we prepare meals, where our experiments are, everything else. И ниже, то есть вот вы видите на изображении, находится вторая, средняя палуба, на которой мы делаем все остальное, это готовим еду, проводим эксперименты и так далее. You can see I'm holding on to the handle of our treadmill that we use for exercise. И вы можете видеть, что у меня в руках часть дорожки, которую мы использовали для упражнений, для разминки. A little bit so, and then each of us had a locker, and mine was color-coded with green, and it said UCLA, where I went to school, pictures of our children, military branch we served in, so forth. И у каждого из нас был свой личный шкафчик. Мой был с зеленой эмблемкой, на котором было написано UCLA. Это университет Калифорнии в Лос-Анджелесе, в котором я училась. Фото моей дочери и так далее. I was wearing the necklace that I'm wearing today, if you want to see it after our talk is over. И уже тогда у меня на шее было ожерелье, которое я ношу и по сей день. Вы после разговора сможете его увидеть на мне. And you can see I'm demonstrating space hair. No such thing as flat hair in space. И вы можете увидеть, как я демонстрирую, что такое волосы в космосе. То есть не может быть прямых, уложенных волос в космосе в невесомости. A little bit about the food in space. И немножко о питании в космосе. The food is very much like food that you would take backpacking if you're a camper. Еда очень похожа на то, что вы взяли бы с собой в рюкзак, если вы ходите в походы, в кемпинг. It's actually pretty good. I love the beef stroganoff. На самом деле она достаточно вкусная, мне очень нравится биф строганов. And as you can see, the containers are made to fit in this tray, because otherwise they would all be floating around and it would be hard to float and have your meal. И как вы можете видеть, все контейнеры строго помещались на этой досочке, панели, потому что если бы они не были закреплены, они бы левитировали по кораблю, и надо было бы вот ловить их там и собирать. Zero G or weightlessness is fun, but the hard part is that everything floats, and it's very easy to lose things. Невесомость — это, конечно, очень весело и здорово, но это очень сложно, потому что все куда-то улетает и очень легко потерять какие-то вещи.
just going to show a very brief video here of how we prepared our meals. So we worked together as a team. Покажу короткое видео о том, как мы готовили еду. Мы работали вместе в команде. But then, if we did a very good job that day, this is the way our commander rewarded us. И если мы все сделали хорошо и правильно, именно так наш командир нас награждал. I forgot that there could be other things floating around. Я забыла, что могут и другие предметы летать вокруг. Here is our pilot, Dave Walker, studying fluid dynamics. Вот это наш пилот Дэйв Уокер, который изучает динамику жидкости. And I'm sorry, but I don't have time to show all of that, but that gives you a glimpse of what it's like to be weightless. И мне очень жаль, что я не могу показать вам все видеозаписи, но хотя бы то, что вы увидели, дает вам какое-то понятие о том, что такое невесомость. A little about how you sleep in space. Немного о том, как люди спят в космосе. The first night that I got into space, it felt very strange to try to go to sleep. В первую ночь, когда мне пришлось ночевать в космосе, мне казалось очень странным пытаться там уснуть. I felt like I wanted to put my head on a pillow, but of course that really wasn't necessary. Мне казалось, что я хочу лечь головой на подушку, но, разумеется, в этом не было необходимости. So what I did is I created this little like hammock as I wedged myself between two sleeping bags. И что я сделала? Это создала что-то вроде гамака посредством сочленения двух спальных мешков, чтобы закрепляться и спать там. But by the last day, this was a picture that my crewmate Joe took while I was actually taking a little nap. Но уже к последнему дню нашего путешествия коллега по полету Джо сделала эту фотографию, где она немножко придремала. And I'm actually really asleep, and you can see I'm tethered to the handle of the treadmill. Я действительно уснула, и вы можете видеть, что я подвязала себя к ручке беговой дорожки, чтобы не левитировать далеко. On board the International Space Station, they actually have very luxurious accommodations compared to us. На самом деле на Международной космической станции у них на данный момент довольно шикарные условия по сравнению с тем, как летали мы. They have a little sleep chamber that looks like an old telephone booth. У них есть небольшая комната для сна, то есть небольшая спальня, которая выглядит как старая телефонная будка. With a little door, so they can actually just float in their little teeny bedroom. И у этой будки есть небольшая дверь, то есть люди туда заходят, спят там, и они могут летать, левитировать, но именно в этом маленьком ограниченном пространстве. Everybody wants to know how you go to the bathroom in space, but nobody wants to ask. Всем интересно, как в космосе используется санузел, но никто не хочет об этом спрашивать. This is our pilot, Dave Walker. Hopefully he's just simulating here. Это наш пилот Дэйв Уокер. Я надеюсь, что здесь он просто симулирует, делает вид. As you can see, the waste management system, which is what NASA called our toilet. Как вы видите, здесь система управления отходами, которую так называет туалет наша НАСА. Looks kind of, whoops, sorry about that. Looks kind of like a portable bathroom that they have at a festival or a race. Выглядит примерно как мобильный санузел, который они используют на фестивалях, на гонках. And then we use vacuum suction to kind of help things along. И там используется вакуумная секция, которая помогает удалять отходы. I'll leave the rest to your imagination. Ну и все остальное уже вашему воображению оставляем. NASA, when we started flying mixed male-female crews, NASA added this privacy curtain. И когда мы начали летать в смешанных командах мужчины и женщины, НАСА добавили еще эту занавесочку. But you really don't have a lot of privacy. Но на самом деле личного пространства и какой-то уединенности там, конечно, нет.
You get to know your crewmates very well, perhaps more than you really wanted to. И, конечно, ты узнаешь своих коллег очень хорошо, и, может быть, даже гораздо лучше, чем тебе хотелось бы. So now I'm just going to very quickly show you what we did on orbit, but I'm not going to go into detail. И сейчас я вам быстро покажу то, чем мы занимались на орбите, но не буду вдаваться в детали. On day 2 and day 3, we launched the 2 satellites I showed you in the earlier slide. На второй и третий день мы запустили 2 спутника, которые я вам показывала на предыдущих фотографиях. And then on day 4 was a preparation day where Joe and Dale checked out their suits. И 4-й день был подготовительный день, когда Джо и Дейл готовили свои скафандры. I checked out the robotic arm. Я проверяла и подготавливала роботизированную руку. And then on day 5 and on day 7, we rendezvoused with the 2 satellites, one on day 5, one on day 7. И на 5-й и на 7-й день, соответственно, мы занимались теми спутниками, которые мы должны были забрать обратно. То есть один забрали на 5-й день полета, и другой на 7-й. I was operating the robotic arm. Я управляла роботизированной рукой. And Joe and Dale put on their spacesuits, the manned maneuvering backpack, and this device and flew over to the satellite. Джо и Дейл надели, конечно, свои скафандры, устройства для передвижения в открытом космосе и устройства, которые вы видите в их руках, и непосредственно занимались спутником. You have to realize that these satellites were not designed to be retrieved, so we had to figure out how to do that. И нужно понимать, что эти спутники, когда создавались, не предусматривалось, что их будут забирать обратно, поэтому нам нужно было еще придумать, как это сделать. So here is just one of my favorite pictures of the Joe Allen on the end of the arm and Dale docked to the satellite. Это одна из моих любимых фотографий, на которой вы видите Джои на краю роботизированной руки и Дейла с другой стороны спутника. No one had ever handled something this large with their hands and equipment as we did. И никто еще никогда не управлялся с таким огромным предметом, спутником, как мы, при помощи только лишь своих рук и тех устройств, которые были у нас. And the things we learned laid the groundwork for building the International Space Station. И то, что мы узнали, работая с этими спутниками впоследствии, очень нам помогло и послужило базой для создания Международной космической станции. Then we had to figure out how to hook the satellite down in the payload bay. Затем нам нужно было придумать, как закрепить спутник к кораблю. And then finally, Joe and Dale brought out their little for sale sign because now we had some expensive satellites to sell. И, в конце концов, ребята закрепили небольшой знак «Продается» на этом спутнике, потому что у нас уже были достаточно дорогие спутники на продажу. We wish we could have kept the money and divided it among ourselves. Конечно, нам бы хотелось оставить эти деньги себе и разделить между собой. And then we, the last day, the 8th day, we had to pack up and get ready to go home, take pictures, and the President of the United States called to congratulate us. И в последний день полета, 8-й день, у нас был предназначен для того, чтобы паковать, собирать вещи, сделать фотографии, и нам позвонил президент США с поздравлениями. And he even mentioned my daughter Kristen and told me he bet that I would be glad to get home to see her, which was very nice. И он даже упомянул мою дочь Кристину и сказал, что готов поспорить, что для Анны будет огромная радость вернуться в этом году домой. Years later, she was able to listen to the president say that because she went into broadcast journalism, so she was able to get those tapes and listen to it. И много лет спустя у нее
появился шанс послушать эту запись президента, потому что она пошла работать в журналистику, связанную с телевидением и радиовещанием, и попала на эти записи и могла их прослушать. So the morning of the 9th day, we got ready to come back home, and we did our deorbit burn. Deorbit burn. На 9-й день утром мы готовились к отправлению домой, и нам нужно было запустить двигатели для того, чтобы выйти с орбиты и направиться обратно к дому. What that means is you slow down your velocity, and then basically you fall back into the Earth's atmosphere. Что для этого нужно было сделать, это сбавить скорость, и тогда ты просто падаешь обратно в атмосферу, обратно на Землю. This is a photograph one of my friends took as we went overhead Houston. Эту фотографию сделал кто-то из моих друзей, когда мы возвращались и пролетали над Хьюстоном. And then we landed about 4 minutes later at the Kennedy Space Center. И затем мы приземлились буквально через 4 минуты после того кадра в космическом центре в Кеннеди. Normally on a commercial flight from Houston to Florida, it takes about 2 hours. Вообще, обыкновенный авиаперелет от Хьюстона до Флориды занимает примерно 2 часа. It took us 4 minutes to give you an idea how fast we're traveling. И для того, чтобы вы понимали, насколько мы быстро путешествовали, у нас это заняло всего 4 минуты. We were the first crew ever to bring hardware back from space. So we were met by custom officials asking if we had anything to declare. Мы были первым экипажем в мире, который вернул из космоса какие-либо устройства, поэтому нас встретили таможенные службы с вопросами, есть ли у нас что-то декларировать. When we landed, we all felt very, very heavy. I felt like a 500-kilogram gorilla. И когда мы приземлились, мы все казались себе безумно тяжелыми. У меня было ощущение, как будто я 500-килограммовая горилла. As a doctor, I'm always amazed at how quickly the body adapts to weightlessness and then readapts back to gravity. И как доктор я всегда поражаюсь тому, как быстро адаптируется тело сперва к невесомости, а потом обратно к гравитации. As you can see, we're also very unsteady. We're all very carefully holding on the handles because we don't want to fall. И как вы можете видеть, сразу по приземлении мы еще очень неуверенно стоим на ногах и все держимся за поручни, потому что, конечно, не хотим упасть. Then they took us back to crew quarters where we could take a shower and get something to eat. Затем нас отвезли обратно в головной офис экипажа и команды, где мы могли принять душ и что-то перекусить. And then they put us on a NASA jet and flew us back home to Houston. И затем на летательных аппаратах НАСА они отвезли нас обратно домой в Хьюстон. And I can't tell you how happy I was to see my little girl after being gone for 2 weeks. И, конечно, у меня нет слов для того, чтобы сказать, как я была счастлива снова увидеть свою дочь после 2-недельного командировки. I want to shift gears now and just show you very briefly how beautiful the view from space is. И сейчас я хочу немножко переключиться на другую тему и вкратце показать вам, насколько красивые виды в космосе. This is a sunrise or a sunset. It takes 90 minutes to go around the Earth, and you see a sunrise or a sunset every 45 minutes. Это то ли рассвет, то ли закат солнца, и нам на корабле нужно было всего 90 минут, чтобы облететь вокруг Земли. И мы могли наблюдать рассветы и закаты каждые 45 минут. The aurora borealis. Это северное полярное сияние. The Mediterranean. Средиземное море. The Middle East, looking into this area where there's so much conflict. Северный Восток, тот регион, где сейчас большие конфликты. And every astronaut or cosmonaut will tell you that from space you don't see borders. И любой космонавт скажет вам, что с космоса не видно границ. And we hope more people get to go into space, because if you see that view, I think maybe it would help us all
realize we're all astronauts on the spaceship Earth. И мне бы очень хотелось, чтобы у большего количества людей была возможность выйти в космос и увидеть со стороны, и осознать то, что, в принципе, мы все члены экипажа одной команды, одного большого космического корабля Земли. The Himalayas, Mount Everest. Гималаи, Эверест. And the daytime views are amazing, but the nighttime views are spectacular. Конечно, дневной вид потрясающий, но вид ночной планеты — это просто нечто. This is Greece. Это Греция. Tokyo and Tokyo Harbor. Токио и порт Токио. See, you can even see the little ships all docked in them. Вы даже можете видеть вот маленькие точки, это корабли в море. Africa is indeed the dark continent. Африка, которая действительно очень темный континент. The only lights are along the coast and the Nile Delta and the Nile River. Все освещение, все огни сосредоточены у побережья и в дельте, и вдоль течения реки Нил. Unlike the United States, that's lit up like a Christmas tree. И, конечно, США, которая горит как рождественская елка. You can see the whole outline of Florida looking up the east coast of the United States. Вы здесь можете видеть весь полуостров Флориды и восточное побережье США. This is Los Angeles. Это Лос-Анджелес. I can almost pick out my house right there. И я могу вам показать, где находится мой дом, вот как раз там. And then this is Houston, which is in Texas, in the middle of the United States, with the, Это Хьюстон, который находится в Техасе, with the Johnson Space Center in the middle. с космическим центром Джонсон в середине. And then this is the Kennedy Space Center where we launched. А это космический центр Кеннеди, откуда мы вылетели. The pad 39A, 39B, launch pad 39A, 39B. Взлетные площадки 39А и 39Б. And the runway where we would land. И посадочная полоса, где мы должны были приземлиться. And then this is Europe with the cities labeled, so I don't have to remember which one is which. И здесь фото Европы. Мы специально написали города, чтобы не запоминать, какой где находится. Italy, which I just love this picture of Italy. I just put it in. Италия, я просто обожаю это фото. Bucharest. Бухарест. And then this is Kishinev. I'm not pronouncing it correctly. Yes. Кишинев. Yeah, Kishinev. Not a very good picture, but the only one I could find. Это не очень хорошее по качеству фото, но единственное, которое я смогла найти. So now we're getting to the end of my talk. I'm not going to really talk about training. I'm just going to go through these slides quickly. И сейчас я не буду прям очень много деталей рассказывать о тренинге космонавтов, просто вкратце опишу. If you're interested, you can ask me questions. These are our simulators. Если вам что-то интересно, вы можете задавать вопросы. Это были симуляторы. Mission control. Аппаратное управление. One of our female flight directors. Одна из наших руководителей полета женщин. We have a full-scale mock-up of the International Space Station. A full-scale, exactly like the real International Space Station. Макет в полный размер Международной космической станции. And a big pool where we train for spacewalks. И огромный бассейн, где мы тренируемся, подготавливаемся для космических передвижений в открытом космосе. And then we also have a fleet of T-38s, which is the jets, how the pilots maintain their proficiency. Также у нас есть практика на суднах Т-34, где пилоты могут поддерживать свой профессионализм и улучшать. Mission specialists fly in the back seat. На заднем сидении сидит специалист полета. And this is my selfie when I was in the back seat. И это я, когда я была на заднем сидении. So, I just want to briefly mention the International Space Station program. И вкратце я хочу рассказать о программе Международной космической станции. Next to the Apollo moon landing, I think the space station is one of the greatest achievements of humans.
Наряду с посадкой на Луне судна «Аполлон», я думаю, что Международная космическая станция — это тоже одно из величайших достижений человечества. We have an international partnership with many nations. Мы состоим в международном партнерстве с очень многими странами. It's about the size of a 6-bedroom house, so it's very big. 6-bedroom. Он примерно размером как дом из 6 спальных комнат. So the shuttle, and I think that what we learned from the International Space Station of learning to work together and cooperate is really the most important part of the space station. И что нового мы узнали из работы с Международной космической станцией, это то, что умение работать вместе и действительно сотрудничать — это, пожалуй, один из самых главных факторов. And I'm not going to talk about all the rest because we're running out of time and I want to leave time for questions. И я не буду сейчас рассказывать по следующим слайдам, потому что наше время подходит к концу, и я хочу оставить это время для вопросов. But I'll show you the slides, and if you have questions, you can ask me about it. Но я просто покажу вам слайды, и если у вас есть вопросы по каким-то из них, то вы можете спрашивать. The shuttle stopped flying after 30 years in July of 2011. Шаттл перестал летать через 20 лет в июле 2011 года. After that, we had to rely on our Russian partners to launch U.S. astronauts into space. После этого нам пришлось полагаться на русских партнеров для того, чтобы запускать американских космонавтов в космос. With the Soyuz rocket out of Baikonur. С ракетой «Союз». And this is the most recent astronaut class in the United States. Это самый последний выпуск класса астронавтов в США. There were 18,000 applicants for 12 positions. Было 18 тысяч заявок на всего лишь 12 мест. And finally, the United States now is working on building some capsules to go to the International Space Station. И США сейчас работает над созданием так называемых капсул, то есть кораблей для того, чтобы добираться до Международной космической станции. NASA is working on the Orion spacecraft to go past the Earth to the Moon. И НАСА работает над кораблем Орион для того, чтобы с Земли добираться до Луны. The neat thing, or the good thing about the Orion is it has an abort system, like the Soyuz. Abort. Преимущество корабля Орион в том, что у него панель управления похожая на ту, что есть у корабля Союз. So these are mock-ups of the capsules that the U.S. is working on. SpaceX Dragon capsule. Это макеты этих капсул, над которыми работает НАСА, SpaceX Dragon. Boeing Starliner. И Boeing Starliner, это их название. And this is the Orion capsule. И вот там вдалеке капсула Орион. One of these two will probably fly later this year. Одна из этих двух, скорее всего, уже отправится в космос самое позднее в этом году. The first two crews of each of those vehicles have been announced, and that's this group of people. И первые два экипажа этих капсул были выбраны из этой команды людей. And you can see there are two females, a Nicole Mann, who is a Marine fighter pilot. Nicole Mann, a Marine, she flew F-18 jets. She flew jets for the Marines. И вы видите, здесь на изображении есть две женщины, которые также члены экипажа, и вот этот мужчина, Эрик Бой, является пилотом морских кораблей. And Sunny Williams, who was a helicopter pilot. А Санни Вильямс была пилотом вертолетов. Flew combat in Afghanistan. И летала в Афганистан. And President Trump has announced that he wants us to land on the moon by 2024. И президент Трамп объявил, что он хочет, чтобы НАСА приземлились на Луне до 2024 года.
to get us ready to go to Mars, which is what we all really want to do. И для того, чтобы подготовиться к перелету к посещению Марса, чего мы действительно все очень хотим. But it will be difficult, so it will require an international cooperation. Но это будет очень сложно, и для этого потребуется международное сотрудничество. Just to realize how far away Mars is, this is a picture of Earth from the Mars rover. Для того, чтобы просто понимать, насколько далеко находится Марс, вот это изображение Земли, которое было снято с местности неподалеку от Марса. We are all in that picture. И вот мы вот там, в этой точке. And finally, I want to end with this slide. И я завершу этим слайдом. My grandmother passed away at the age of 105 in 2003. Моя бабушка умерла, когда ей было 105 лет, в 2003 году. She was born in 1898 А родилась она в 1898. in the horse and buggy days, before cars, before automobiles. В дни, когда еще пользовались телегами, повозками на лошадях. She got to see the development of the first people to fly airplanes. И она застала все это развитие, первые полеты людей на аэропланах, To see the first person step on the moon, первый человек, который ступил на Луну, to seeing her granddaughter fly on the space shuttle. и она также видела, как ее внучка летала на Space Shuttle. I'm always amazed by what she saw in her lifetime. И я всегда поражена тому, что она увидела за время своей жизни. And I'm wondering if any of you live to be 100 or 105, what you will see, because technology is changing so rapidly. И мне очень интересно было бы знать, если кто-то из вас доживет до 105 лет, то что же увидите вы, потому что технологии развиваются в бешеном ритме. And hopefully we will all live to see the first, hopefully female woman step on Mars. И я надеюсь, что мы застанем тот момент, когда первый человек, надеюсь, что женщина, наступит на поверхность Марса. Thank you so much, Spasiba, for your listening to my long talk. And now we'll have some questions. Tim, are you going? Who's going to choose? Do you want to choose, or? Oh, you're going to give me that responsibility, huh? Hello. Сейчас время вопросов. Значит, есть такой вопрос. В каждом рабочем коллективе есть какие-нибудь свои локальные традиции, какие-то обряды, шутки, а вот у астронавтов в космосе есть что-то такое? Well, each working team, each domain of work has their own traditional jokes or traditions, like something really special and professional. Do astronauts have something like this? Yes, we do have lots of different traditions. For example, I showed you the picture we take on launch morning. У нас действительно есть много разных традиций, как, например, фото, что я вам показала перед запуском ракеты, этот завтрак совместный. When you get selected as an astronaut, you get a silver astronaut pin. A silver little pin with the astronaut symbol. Когда тебя впервые избирают в ряды астронавта, ты получаешь маленький значок астронавта. After you fly in space, you get a gold pin. И когда ты уже совершил полет в космос, ты получаешь затем золотой значок. Different astronauts have superstitions before they launch. У многих астронавтов есть предубеждения, суеверия по поводу того, как они, прежде чем они вылетят в космос. Our boss loved watching Casablanca, so we all had to watch it the night before we launched. Наш начальник смотрел Касабланку, и мы все вынуждены были смотреть Касабланку перед тем, как вылететь в космос. And then we also tried to blend the customs that our international partners have as well. Мы также пытались интегрировать и смешивать и те обычаи, которые есть у наших международных партнеров.
the cosmonauts have a lot of traditions. For example, they go to the grave of Yuri Gagarin. И у космонавтов очень много традиций. Например, многие из них идут на могилу Юрия Гагарина. And the door of the room that they stay in before they launch, they all sign their names. И на двери того помещения, в котором они находятся, прежде чем полетят в космос, все записывают свои имена. And in the U.S. program, when we are in quarantine before we fly, quarantine is when we're isolated from everybody. We're in quarantine for the week before we fly. И также по программе США вот этот карантин за неделю до перелета, то есть то, что нельзя общаться с прессой и со СМИ. And at the Kennedy Space Center, we have a house on the beach where all the crews go spend the last day or two before they launch in space with their families. И в космическом центре Кеннеди есть домик на побережье пляжа, где все члены экипажа за день до вылета проводят последний день, отдыхая со своей семьей. And that's just some of them. И это только некоторые из традиций. Thanks. Can I ask you about how heavy was the suit for The suit. and the scaphandre? Maybe they are different or something else. I'm sorry, what was the last part? How heavy was your suit Right. inside of cabin and the scaphandre to go out? What is the weight of your scaphandre? But the second, when you go out. Scaphandre. The spacesuit on the ground with the real backpack on it weighs about 300 pounds. I don't know how many kilograms. 150 kilos, something like that. 150. When we train in the water tank, we only have the suit. We don't have the backpack, but it's still heavy. Probably 100 pounds, 60 kilos, something like that. Yeah. So you really can't walk around in the suit. That's why you saw them. He was on a platform, and they lower you into the water on a platform. Oh, sorry, I forgot. The one that you use on the ground is also used for the spacewalks, right? Yes. Значит, тот скафандр, который используется именно для выхода в открытый космос, весит приблизительно 300 футов, что равняется около 150 килограмм. Конечно, просто так с ним ходить очень тяжело. А тот костюм, в котором проходили тренинги в бассейне, как бы подготавливались к космическим путешествиям, весит примерно 100 футов, это где-то 50-60 килограмм. But of course, when you're on orbit, you're weightless. Но, разумеется, на орбите вы невесомы, и это не имеет такого значения. So, my name is Kate, and I have a question, it's really interesting. Nowadays, humanity is faced with a real serious problem like the ecology problem. And exploring space in the universe, there's space rubbish. How do you think, is this a really important question, ecology problem, and can people clean all this up? Very good question. And one of We get the question translated first. oh, sorry. Yes. Вопрос. Sorry. I was doing so great, and now I'm. Вопрос в том, что на данный момент проблема экологии считается одной из самых больших важных проблем, включая проблему космического мусора. И вопрос также заключается в том, как вы полагаете, насколько реально и возможно очистить Вселенную от этого космического мусора? Every year, we have an association of all the astronauts in the world, and we meet once a year. У нас есть ассоциация космонавтов всего мира, с которой мы встречаемся каждый год. One of my astronaut colleagues, Mark Brown, gave an excellent presentation. И один из моих коллег-астронавтов, Марк Браун, сделал одну потрясающую презентацию. He showed a graph of all the space debris, of pieces of satellites and things that are in orbit, and it grows exponentially. И он в этой презентации показал график того, как растет уровень загрязненности Вселенной, то есть в количественном соотношении частиц, спутников и другого мусора, и как этот график
резко поднимается вверх На орбите Земли. на орбите Земли. Old satellites that are up there that no longer work. Там все спутники и части спутников, которые больше уже не работают. What he pointed out is that there's no international organization to regulate who can go into space and how many things you can send into space. И он отметил то, что нет такой международной организации, которая бы определяла, кто решает, кто может идти в космос, что можно запускать в космос, в каком количестве и как. It's a real problem, and I think there's a great opportunity out there for a company to figure out how to go into space and try to gather up all that space debris. Это действительно очень большой, важный, открытый вопрос, большая проблема, но я также думаю, что это очень хорошая возможность для какой-то компании продумать программу, кто и как мог бы отправляться в космос для очистки орбиты Земли от этого мусора. And in the meantime, our organization is working hard to get the United Nations and to take some action to try to control how many people can launch stuff into space. И на данный момент наша организация очень усердно работает над тем, как привлечь ООН к регулированию того, кто сколько суден может запускать в космос, то есть урегулировать этот вопрос. Okay, Anna, as I want to listen to your personal opinion as a specialist. Do you believe in aliens? And is it true that the president of the USA, he had some treaty, or like, you know, there are rumors that they do exist, and you as an astronaut? Well, I can't comment on the president and what he does. I can ask my daughter. She's a reporter for Fox Network News, and I'll ask her to ask him. But I can say the best answer to that question that I've ever heard, my crewmate Joe Allen that I showed, we were giving a joint talk in Cologne, Germany, and someone asked that question, and he gave the answer that I just think is wonderful, and that is that the absence of proof is not the proof of absence. Вопрос был именно о личном мнении Анны как астронавта, о том, существуют ли пришельцы, инопланетяне, и как бы все эти сплетни, слухи, разговоры президента о том, что у него есть какой-то договор, или что там было, да? Заключение. То есть ее личное мнение Анны на этот счет. И ответ был таков, что она может попросить... За президента, конечно, говорить невозможно, но можно попросить дочь Анны, она как репортер могла бы обратиться и спросить ответ на этот вопрос. Но самый лучший ответ, на взгляд Анны, дал ее коллега Джо Аллен, как-то, когда они были в Германии, этот вопрос тоже задали. И тогда он сказал, что отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия. And I think that the probability that there is life with as vast as the universe is certainly possible, but I have no personal knowledge, nor do I know any astronauts or cosmonauts that do. И я считаю, что в нашей огромной Вселенной, конечно, существует вероятность, что где-то еще есть жизнь. Но лично у меня нет знаний касательно этого и нет опыта. Я не сталкивалась, и я не знаю никого из космонавтов, кто сказал, что действительно с этим встречался. As a doctor, what do you think about the permanent human habitation in space or on Mars or on the moon? Do you think that's possible, or what are the challenges with that? Как доктор, как вы считаете, возможно ли постоянное проживание людей в космосе или на Марсе? Какова вероятность этого? I think that's why we need to go to the moon first before we try to go anywhere else. Я думаю, что как раз это является причиной того, почему мы сперва должны отправиться на Луну, прежде чем куда-либо еще. I think we need to learn how to live on another body and protect ourselves from radiation, learn how to grow our own food, learn how to have doctors take care of people where you are, not coming back to Earth.
И я думаю, что мы должны в первую очередь научиться жить на другом небесном теле, научиться защищать себя, людей от радиации и выращивать еду, обеспечивать жизнь докторов там, чтобы не было необходимости возвращаться обратно на Землю. I have no doubt that we can live on the moon and that we will eventually figure out how to live on Mars. И у меня нет никаких сомнений касательно того, что мы можем жить на Луне, и я думаю, что мы найдем способ, как обжить и Марс тоже. But there are a lot of things that we're going to have to figure out. The propulsion system to Mars. What do you do on that long journey to Mars to keep people from, to keep people getting along and not wanting to kill each other, you know, when you have different opinions and so forth? Но я думаю, что прежде чем это осуществить, нам нужно еще много чего сделать и продумать о том, каков будет сам процесс, как это осуществить и как поддерживать в будущем эту жизнь для того, чтобы, например, на том же Марсе люди не оставались в одиночестве или не поубивали друг друга из-за каких-то разниц в мнениях и так далее. На пути к Марсу. Спасибо за поправку. Да. Спасибо. And I definitely think that we need to protect our species from what happened to the dinosaurs with the asteroid hitting. And so I definitely believe that we need to go beyond Earth for survival of our species in the long term, whether you're talking 100 years, 1,000 years, 1,000,000 years. И я убеждена в том, что нам нужно защищать человечество, защищать наш вид от того, что произошло с динозаврами, и, конечно, выходить за пределы планеты Земля, если мы говорим о долгосрочной перспективе в тысячах миллионов лет. Последний, который уже не спросил. Mr. Fisher, I have a question. How many people do work, or maybe used to work in NASA to help you guys to go to the moon? Estimated number of people, the whole engineers, maybe, I don't know how many people do work in NASA. And do you mean to go to the moon, or do you mean like when I went, general work just in NASA? the general workforce? Like how Okay. many people, 200 people work over there? More? Let me let her translate. Сколько человек приблизительно работает в НАСА и работало над тем, чтобы человечество достигло Луны и могло полететь на Луну? That's a hard question to answer. На этот вопрос очень сложно ответить. At the Johnson Space Center, there's probably 3,000 employees. В космическом центре Джонсон приблизительно 3000 сотрудников. At the Kennedy Space Center, I'm sure there's, I honestly don't know, but there's thousands about the same. В центре Кеннеди, я не уверена точно, но тоже в тысячах примерно столько же. But across the country in the United States, there are people who, companies who make all the different parts that went on the shuttle or on the International Space Station. And, you know, those are thousands and thousands of people. Но по всей стране есть еще огромнейшее множество людей, которые работали над разными отдельными маленькими частями всего этого большого проекта, и включая и Space Shuttle, и Международную космическую станцию. И это просто тысячи и тысячи людей. So it's hard to be quantified, but it's a lot of people. But it gives people jobs that they love and that they're excited about, and pushes our technology, which I think is one of the really great benefits of the space program. Поэтому, конечно, очень сложно дать более-менее точный численный ответ, но это огромное число людей, которые обожают свою работу, которые воодушевлены и вдохновлены и продвигают наши технологии вперед, что, на мой взгляд, является большим преимуществом, в том числе для космических программ. Хорошо, много людей в Штатах и плюс космические станции. Бонус ваш? You had a question? Когда мы смотрим на фотографии с орбиты, видно Землю. Обычно все говорят об этом. Но поднимаете глаза наверх, там вроде бы ничего не видно. Вас, как ученого, не испугала бездонная пропасть? When we look at the pictures from the orbit, we can see the Earth below, for example, but in the up we see nothing. And for you, In the what? sorry? Elsewhere.
elsewhere you say, oh, in space, elsewhere in Yes, space. yes, Okay. in the other direction. And then for you, as for the scientist, wasn't it scareful that there is like something bottomless? Yes. Yeah. When you're inside the shuttle, you kind of feel protected, like in a cocoon. Когда вы находитесь внутри шаттла, внутри корабля, вы в принципе чувствуете себя защищенным, как в каком-то коконе. But my crewmates that go outside to do the spacewalk, Но мои коллеги, которые выходили вне корабля и осуществляли внекорабельную деятельность, sometimes in the middle of their work they have to stop and wait for something, and then they look out into the vast blackness of space. В процессе работы иногда им приходилось просто остановиться, подождать чего-либо, и тогда у них была минутка взглянуть на необъятные просторы космоса. And it's definitely scary, and you really appreciate having this beautiful planet to look back at. И это, безусловно, пугает, и в этот момент ты действительно ценишь тот факт, что у тебя есть эта планета, на которую ты можешь посмотреть и можешь ее осязать. One of the comments that two of my friends made that really sticks in my head. Один из комментариев, которые сделали двое из моих друзей, никак не выходит у меня из головы. They were entering in the Soyuz, and the Soyuz did a ballistic entry, so they landed 100 miles more away from where they were supposed to land. Они входили на Союз, были на Союзе, на корабле «Союз», и «Союз» приземлялся как бы баллистическим методом, он приземлился где-то примерно в 100 милях от места, где должен был приземлиться. So they had to open the hatch and get out of the Soyuz by themselves, which normally you don't do. И им предстояло открыть люк и самостоятельно выбираться из Союза, чего обычно космонавты не делают. And they said when they opened the hatch and they felt the sun hitting them on the face and smelled the smells of Earth, that they didn't realize how much they had missed that while they were in space for 6 months. И когда они открыли этот люк и почувствовали тепло солнца на своих лицах, почувствовали запахи планеты Земля, они сказали, что осознали, как же много они пропустили того, что было здесь за 6 месяцев пребывания в космосе. We are definitely blessed to have this wonderful planet, and we need to take good care of it. И, безусловно, это просто благословение человечеству, то, что у нас есть эта планета, и нам нужно о ней очень заботиться. К сожалению, у нас нет времени больше вопросов. Это наш последний вопрос. Но для последнего слова Анна Фишер. Спасибо. Sorry? Okay, they're going to figure out the... Yes, I just want to be the safe affiliate. Yes, you know, you have. So I need to go and can you do